Доброго дня, дамы и господа, уважаемые коллеги. Вторник, 29 ноября. Я приветствую всех на ежедневном обзоре рынка криптовалют. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники. Это YouTube канал, Telegram канал, где у нас происходит достаточно живое динамичное общение, где мы с вами ищем сделки исключительно в начале тренда и рассматриваем текущую рыночную ситуацию. Давайте перейдем к ежедневной аналитике, ведь наша задача трейдера это искать именно точки входа в начале тренда, которые позволяют нам получить максимальную прибыль и при этом получить возможный минимальный убыток. Сегодня у нас достаточно насыщенный новостной фон. Вы можете изучить его на сайте investing.com в разделе экономического календаря. Из самых важных новостей нас ждет индекс потребительских цен в Германии в 16:00, а также ВВП Канады и выступление главы Банка Англии, а также индекс доверия потребителей СВ в 18:00. Все это будет оказывать определенное давление на рынок. Внимание участников будет приковано к этим событиям. Соответственно, это будет оказывать влияние на индекс доллара. Индекс доллара будет оказывать влияние на весь рынок. Давайте посмотрим такой интересный показатель, как индекс страха и жадности. Уже который день, которую неделю мы находимся у отметок 20 плюс-минус. То есть на рынке нет чрезвычайного страха. Да, есть страх, но он не чрезвычайный. И это самое оптимальное время для аккумулирования позиции в долгосрок, в средний срок, кому как нравится. То есть биткоин находится, я считаю, около своего локального дна. Даже если мы обновим минимум, все равно нас ждет в дальнейшем рост главной криптовалюты. Давайте посмотрим, что у нас в данный момент времени с индексом доллара. Многие не понимают, от чего мы смотрим каждый день индекс доллара. Но это же как главный дирижер всего рынка, который задает тоны направления, дает дыхание всему рынку, да, дает понимание, что происходит в моменте с главным инструментом всех финансовых рынков, в том числе и на рынке криптовалют. Да, мы получили поддержку отметок 105 пунктов. Сейчас рисуется некое подобие двойного дна. Но вот наша глобальная, пока текущая локальная, вернее, сопротивление находится на отметке 107,8, 107,7 пунктов. Как будет себя вести цена? Ну, будем смотреть, не будем гадать. Мы сейчас находимся в нижней, возле, вернее, медианы нижнего параллельного канала. В этом смысле надо понимать, что идет проторговка индекса доллара в этой зоне. Да, у нас есть поступательное динамичное снижение, но здесь есть и определенная поддержка. Соответственно, когда мы будем пробивать по индексу доллара отметку 105 пунктов, мы имеем все шансы спускаться дальше ниже. В моменте американские фьючерсы у нас плюсуют 0,2-0,3%. Мы видим, что индекс Dow Jones стремительно подходит к своим вершинам. И вопрос времени, да, и несмотря на то, что присутствует некая осторожность на рынке по отношению к индексу доллара, американские фьючерсы показывают такой вот динамичный рост, начиная с октября, конца месяца. Что происходит в моменте с доминацией биткоина? Мы видим, вчера рисовал я этот возникший канальчик у нас, да, то есть мы фактически отбились от верхней зоны, пришли к нижней, опять к верхней, опять к нижней. Сейчас мы находимся в нижней четверти этого канала. Ну, в этом смысле пока видно, что определенной динамики поступательного роста или снижения нет, да, никакого паттерна в данный момент тоже у нас не вырисовывается. То есть, ну да, есть подобие двойного дна, как мы это с вами видели на индексе доллара. Ну вот отметка пока ключевое сопротивление у нас лежит на уровне 41%, поэтому тоже наблюдаем за этим показателем. В моменте будет понятно, что будет происходить с биткоином или с другими альткоинами, когда мы будем подходить, тестировать верхние значения, если мы будем, ну, либо мы будем пробивать эту линию поддержки и идти на следующий нижний уровень, который у нас находится на отметке почти 39%.
Доминация USDT заметно потеряла в весе за последние сутки. Мы видим, сейчас идет на дневном таймфрейме определенное поглощение предыдущей зеленой свечи. В принципе, для рынка криптовалют это позитивный знак. Но мы видим, что здесь находится определенная поддержка, которая уже не раз отталкивала индекс, вернее доминацию USDT в поступательно восходящее движение. Да, формируется некий локальный треугольничек, да, мы понимаем, что структура треугольников восходящих, она смотрит чаще всего в сторону продолжения тренда. Единственное, что в данный момент времени может как бы давать определенные намеки, что мы пойдем все-таки тестировать опять низ этой зоны, это то, что мы видим, что у нас идет поджатие к нижней границе этого треугольника, хаи у нас понижается, поэтому есть все шансы в принципе пойти пробить эту зону и локально опять протестировать данную поддержку. Что будет дальше, в моменте будем смотреть и делать какие-то выводы. Итак, биткоин на сегодня, что мы с вами видим? В телеграм-канале я опубликовал, что мы все больше и больше зажимаемся в определенном треугольнике. Мы видим в данный момент времени, что мы очень активно проторговываем эту верхнюю линию сопротивления. Вчера было неплохое снижение опять-таки из этой зоны, опять-таки на фоне того, что первое у нас был незакрытый гэп на семье, второе это на фоне китайских новостей, на фоне всего того, что там происходит, как бы возник определенный негатив. Но тем не менее мы с вами увидели вот в районе 7 вечера вот такую первую откупную свечу. Да, потом была попытка теста опять нижней зоны, но мы пока видим, что инструмент активно выкупили. Тем более это видно по объемам, что объемы были достаточно хорошие. И объемы откупные были вот на таких свечах. То есть у нас в принципе складывается такая картина, что мы имеем все шансы. Вот сейчас, кстати, мы находимся у зоны продавца, мы тестируем эту зону, но если инструмент будет здесь находиться в боковике, то мы имеем все шансы пробить эту зону и пойти тестировать ее уже сверху вниз, то есть это уже будет нашей поддержкой. Главное, чтобы мы там закрепились несколькими часовыми или 2-4-часовыми свечами. Рынок без нас никуда не уйдет, но надо понимать, что низы, в принципе, биткоин активно выкупают. Мы это видели здесь, мы это видели здесь, мы это видим здесь. И мы это видели здесь. То есть зона 15 тысяч, она достаточно сильная на инструменте. Резюмируя все вышесказанное, можно, конечно, сделать предположение, что да, биткоин может обновить свои низы. Есть ли для этого основания? Чисто манипулятивное, возможно, и есть, чтобы добить последних оптимистов, которые еще верят в рост крипты. Но опять-таки с технической точки зрения биткоин уже сделал максимальное движение, которого в принципе достаточно для полной разгрузки этого рынка. Поэтому мечтать о том, что мы можем свалиться на 10, мы можем свалиться. Но опять-таки с точки зрения технической части и реализации, скажем так, плана на снижение, мы уже сделали 74-75% откатную фазу по рынку. Стоит ли давать нам еще 60% от текущей цены? Никакого нет смысла. Поэтому локально, да, смотрим за развитием ситуации по данному треугольнику. Понятно, что можно отторговывать какие-то короткие движения в рамках пока существующей формации. По календарю мы можем это делать вплоть до пятницы. Но я думаю, что волатильность нам подгонит завтра во время выступления Джерома Пауэлла, да, который будет вещать там определенные новости от Федеральной резервной системы. Поэтому рынок способен удивить каждого. Он это может сделать легко и непринужденно. Все мы с вами видели свечи и по 5000, и по 10, но может кто-то и не видел такого, но лично я в своей истории трейдинга это видел и знаю множество примеров. Поэтому понятно, что более
Безопасный вход стоит рассматривать только при пробое данной линии сопротивления, закреплении несколькими 4-часовыми свечами, и далее на отскоке можно где-то ловить эту точку входа. Поэтому в данный момент времени стоит, наверное, присмотреться со стороны на этот рынок и, собственно говоря, вот ловить движение внутри этой фазы, но это будет достаточно сложно для каждого. Поэтому надо ждать пробоя либо вверх, либо вниз, и дальше понимать, где у нас находятся локальные уровни сопротивления и поддержки, и дальше принимать какие-то торговые решения. Все, господа, разобрал данную ситуацию, поэтому всем хорошего дня, всем профита, всем пока, все дальнейшее общение в телеграм-канале.